Сегодня у нас распаковочка сервиза. Так, вот и чашки. Да, это очень красивый кобальтовый сервиз немецкий. Сейчас мы его весь распакуем, посмотрим на эту прелесть. Это сервиз тет-а-тет. Так, блюдце. Да, блюдце, чашечка. Еще чашечка. Такой очень красивый золотой розой на кобальте. Угу. Да. В ручной росписи, конечно. И вот еще блюдце. Угу. Ну, вот этот, конечно, молочник, это просто само очарование. Такой красавчик. Угу. Да, с такой вот изракайлей ручкой. И сама форма, да, как тыковка. Это у нас как-то надежно запечатано. Да, чтобы все хорошо доехало, никаких проблем не было. Угу. Пимпочка золотая. Сахарница с двумя ручками. Очень много золота. Такая красотка. Угу. И сейчас чайничек. Ты, наверное, достань, я уже коробку. Нет, конечно, коробку можно уберу, уже, чтобы она не мешала. Так, вот здесь аккуратно. Да, для надежности тут все. Ну, конечно. Конечно, так, здесь у нас крышечка с пимпочкой, тоже с золотой. И вот такой красавчик. Чайник. Вот получается вот такой сервиз тет-а-тет. Давай их все вместе так расставь, чтобы красиво было. Угу. Сахарница. Да. И две чашечки. Вот такая вот прелесть. А немножко чашечку положи, чтобы видно было этот декор. Угу. Очень красивый. Такой вот сервиз. Ручная роспись. Да, и посмотрим клеймо. Вот такой у нас красивый тет-а-тет сервиз. Белье идет Лихте. А художественная мастерская, которая расписывала, это Херман Прёшельд в Шмидефельд. Была основана в 1930 году.
предприниматель, ему помогала его вся семья. Одна из дочерей заказывала белье на фабриках, начинали они с Ильменау, а вторая дочь руководила художественной вот самой мастерской. Работало несколько художников, и вот этот узор, он самый флагманский на этой художественной декорированной мастерской. Называется он? Называется Rosengold Relief Decor. И это все ручная работа. Видите, роза с большим количеством золота. И сама форма очень красивая у лихты. Это все вторая половина 20 века. И сам декор великолепный. Мы еще покажем вам фотографии. Они использовали этот декор на разных предметах, да, фарфоровых. У них были и вазы различные, и в том числе вазы амфоры, и конфетницы, и рулетницы. То есть очень много. Мы вот разместим фотографии, вам покажем. Очень красивый кобальт с благородным золотом. Вот такой сервиз, который теперь обрел свой новый дом. И это у нас продолжение распаковочки. С немцами мы уже с красотой этой распаковали, а теперь у нас англичане. Так, Великолепный сервиз от Хэмерсли. И один из очень многими любимый и знаковый их узор, который называется «Викторианские фиалки из сельской местности Это такая крышечка. Англии». Да, сейчас мы все Крышечка с внимательно цветочком. рассмотрим. Начинаем мы с чайника. И сам декор очень эффектный. Здесь уже, конечно, будет деколь. Это не ручная роспись, но очень нежный, очень приятный декор. И очень красивая сама форма. Причем всех предметов. Вот сейчас мы справимся с нашей защитой. Ой, какая у нас защита? Чтобы довести эту красоту в полном порядке. Да. Упаковку мне вы оставляете, да? А? Упаковку мне оставляете. Оставить? Мы Да. заберем. Заберете? Как скажете. Нет, не забираю. Хорошо. Хорошо. Хорошо, оставим. Потому что у меня тут намечается... Вот такой чайник. Вы посмотрите, Вот какая какая красота. это прелесть. Так, как-то мне даже, чтобы больше света на него было, вот так я чуть повернусь. О! Может Давай, быть, да, вот так, туда чуть-чуть. его. Ага, чуть-чуть. Вот. Вы посмотрите, какая форма. Какой носик. А ручка – это просто произведение искусств. Это орнамент акант. Один из самых любимых в декоративном искусстве. И такой вот лист акантуса, подчеркнутый золотом. И вы посмотрите, не только ручка, а еще в самом рельефе тоже идут вот такие, как их назвать? Листья. Да, листики. И это все венчает красивой розой. Внизу на основании тоже. Сейчас смотрим основание. А смотри, на носике. На носике же На тоже. носике низкий рельеф. Да, тоже рельеф. И у основания тоже рельеф орнамент акант. Вот такая викторианская фиалка. Красоточка. Сейчас продолжим. Сейчас остановим, доставим другое. Все, давай продолжаем. Чайник. Кстати, вот такая ручка с листьями
аканта или акантуса – это у них дань старине. Они повторяли формы, которые были очень в тренде в XIX веке. Да, очень многие фарфоровые мастерские поднимали свои архивы и повторяли самые удачные, самые красивые, самые востребованные свои формы. И сервизы в том числе. И сейчас продолжаем распаковочку. Пока любуемся чайником. И следующее у нас идет вот такая вот милашечка. Просто милашечка. Посмотрите, Чашечка какая... милашечка. Да, чашечка-милашечка, какая красивая, интересная ручка. И опять же рельеф. Если вы видите, но я думаю, что видно на видео, маленькие такие ракайли. И очень, конечно, красивые фиалки. Такое настроенческое. Как раз вот такая весенняя история. Сейчас мы потихонечку достанем весь этот сервизик. Главное, тщательная упаковка. Да. Это все костяной фарфор, естественно, потому что это Англия. Мы потом посмотрим и все клейма. Так, Анастасия, вот так пойдем. Вот какой красивый рельеф. Вот здесь с этого света хорошо очень видно, что и на ножке рельеф, орнамент акант, и на ручке. Пока мы тут достаем все чашечки этого сервиза. Вот, посмотрите, какое блюдце Так, красивое. идем блюдце смотреть. Ракайли. Да, очень вообще просто. Такие ракайли, веточки, перышки. Очень красиво. Очень И красиво. художник придумал и красивый сам декор вот этих фиалочек английских, викторианских, и сам рельеф на фарфоре на форме. Да. Потом посмотрим клеймо еще внимательно. И просвечивает, видно. Угу, костяной. И смотрите, как интересно, что и сама чашечка, сам край, он не ровный, он такой вот мягкой-мягкой волной идет. Ну и, естественно, подчеркнуто все золотом. И ручка, и кант чашечки. Ну, сейчас у нас будет потихонечку полный сервиз собран. Угу. Вот такая нежность весенняя. Мы пока любуемся чайничком. А какой там еще будет молочник и сахарница, это просто песня. Пошуршим. СМР. Да. Цвет фарфора, он не белый, он такой слоновая кость. Или икрю, ну, кто как любит называть, или айвори. И вот он вышел красавчик. Ой, красавчик, это, конечно, просто прелесть. Такой вот ковшик, молочник. На 4 ножках. Ножки тоже подчеркнуты золотом. И красивая, выгнутая, как веточка, как листик, ручка. Так, это уже большие тарелочки. Да, это большие тарелки. Здесь больше у нас идет фиалочек. Мы же можем даже сравнить.
Да. Покажем блюдце и уже десертная тарелочка. А ты покажи отдельно, чтобы мы посмотрели, как Пожалуйста. узор идет. И узор Да, больше. вот идет блюдце. И уже в десертной тарелке уже много И разный фиалочек. узор. Да. Да, и узор красивый. И Очень. деколь На такая тарелочке. очень высококачественная. Да, и естественно тут же здесь зеркальце есть на блюдце. И здесь сам идет рельеф вот этих ракай-лилий, он ближе к зеркальцу. А здесь уже рельеф идет по краю, по канту. Очень красиво. Такое получается трио. Отцепилась наконец здесь. А сахарница у нас все еще не попадается. Да, она будет как вишенка на торте. Так. Это английская фабрика Хэмерсли. Была основана в 1862 году. Декор создан в первой половине 20 века. Декор называется «Викторианские фиалки из сельской местности Англии». В Лондоне в газете 1913 года даже специально рекламировался этот узор как наше оригинальное фиолетовое украшение всегда в наличии. И это, конечно же, вторая половина 20 века, и это опять один из самых любимых декоров. И вот его повторили. Так, добраться теперь можно до еще 2 чашечек. Да, это сервиз на 6 персон. И еще у нас будет сахарница сюда. Ах, какая нежность, какая красота. Это ж такое настроение. Весна. Так, синий подарок мне. Да, точно. Ну, вообще вот эти фиолетовые оттенки, это же оттенки сказки, оттенки такое очарование, чудо, волшебства, да, фиолетово-лиловые, лавандовые оттенки. И вот фиалочки тоже такая вечная изысканность и красота. И чашечка необычная совершенно форма, которая вот такая, как кубок такой прямоугольный. Очень красивая ручка. Вот еще полюбуемся на нее. Ну, конечно, такая нежность. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Уже все? Ух ты, уже все. И осталось только сахарница, красотка. Кстати, сахарница очень редкая для английского сервиза, и вы сейчас поймете почему. Так, ну и вот она наша красотка.
тоже на 4 ножках, подчеркнутых золотом, то есть как бы тоже намек на акант. И почему редкость? Потому что Она с крышечкой. Обычно в английских сервизах сахарницы, они открытые. и крышки на них не предусмотрены. А вот в этом сервизе Хэмэсли сделали крышечку. Вот такая прелесть, такая красота. А поставь нам поближе молочник сахарницы. Молочник. Угу. Чтобы у нас тут вот как бы сердце сервиза было вместе. Угу. Вот. И вот так вот. Вся эта Ну, красота. просто прелесть. Мы очень рады, что мы Прелесть. смогли приобрести этот сервиз, потому что нам продавец сказал, что это очень большая редкость. У нас вон даже в кадр наша сумка попала. Очень большая редкость. Мы хотели еще заказать ему. Знаем, что есть еще другие декоры. Королева Виктория, кажется, или королева Анна. Королева Анна. Есть еще декор королева Анна цветочный. Есть васильки. Есть трильбы. Будем искать. Ну, конечно. Викторианские фиалочки старой Англии. Это просто прелесть. Вот такая красота. Ну и, конечно, традиционно обязательно смотрим клеймо. Victorian Violets, викторианские фиалки из Англии, Countryside, Bon China, костяной фарфор. China, как помним, по-английски это не только Китай, но и фарфор. Очень часто они так и говорят China, Fine China. Потому что фарфор пришел из Китая. Hammersley, member of Spode Group. Когда уже фабрика Хэмерсли вошла в группу Spode. Вторая половина 20 века. Вот такая красота. Да? Мгм.